Так, я выбираюсь. Да и вообще Варшава довольно-таки крупный город, и поэтому я могу просто проехать через Варшаву и посмотреть весь город. Я опоздал буквально на пару минут на свой автобус, и следующий автобус только через 2 часа. Так, помимо этого пошел еще дождь. Первая дверь была закрыта, и вторая дверь. Если я смогу отсюда поймать машину, это будет просто какое-то чудо. Эй, всем привет! Я нахожусь в Варшаве, и сегодня рано утром я выезжаю в Люблин. Но перед этим я вам кое-что сейчас расскажу. Чтобы добраться до трассы, надо проехать на трамвае вначале, где-то минут 45. Варшава довольно крупный город, который окружен сетью из шоссе, поэтому, чтобы добраться до трассы, нужно проехать минимум на 2 транспортах. Первый — это трамвай, на котором я проеду где-то минут 45. Интересно, что линия трамвая, она находится с краю шоссе, точнее, с края городской дороги. И вот рядом с нами едет автобус, допустим, а остановка у них в одном месте. Поэтому трамвай выпускает тех, кто выходит из автобуса. Вот здесь, допустим, остановка автобуса и трамвая в одном месте, и они друг другу не мешают. Да и вообще Варшава довольно-таки крупный город, и поэтому я могу просто проехать через Варшаву и посмотреть весь город. Ну, точнее, я могу выезжать из Варшавы и посмотреть весь город. Я выхожу на этой последней остановке для меня и отправляюсь через дорогу, потому что мой автобус, скорее всего, вот этот вот. Я на него, скорее всего, не успею. Я опоздал буквально на пару минут на свой автобус, и следующий автобус только через 2 часа. Так, помимо этого пошел еще дождь. Поэтому я меняю свой план, и мне придется искать другой автобус, который идет хотя бы в том направлении, чтобы добраться как можно ближе до трассы. Честно, настроение немножко портится, потому что погода ужасная, серая погода, а ехать мне еще очень долго. А помимо этого, это не шоссе, это автобан, и очень часто он огорожен огромным забором, буквально 3-метровым. Так что добраться до трассы не так уж и просто. Приходится адаптироваться и ждать этот автобус. Я просто не могу, потому что ждать его еще час. Поэтому я доехал немножко до другого места, вместо того, чтобы доехать до Радиовека и отправиться там уже на автобан. Но я боюсь, что на автобане будет огромный забор, поэтому я выбрал вот это вот место. И отсюда попробую сейчас застопить машину в направлении Люблина. Я не знаю, что это за особенность, но я нажал на кнопку, чтобы остановиться на своей остановке. Но мой автобус проехал, хотя я нажал заранее. Я нажал еще, ну то есть я подошел к двери еще на предыдущей остановке. Жесть. Из-за этого мне придется сейчас пройтись еще пешком, хотя идет дождь. И я вообще не представляю, как я сейчас застоплю машину. Несколько дней подряд шел снег в Варшаве. А сегодня вот пошел дождь. Если честно, я бы предпочел снег. Вообще не представляю, где здесь топить, потому что мой тротуар уходит в одну сторону, шоссе с другой стороны. Но там нигде нет места остановиться. Прошел еще пару сотен метров, и я не понимаю, где здесь топить. Здесь негде остановиться. Если я смогу отсюда поймать машину, это будет просто какое-то чудо, потому что здесь просто нет места. Но мне возвращаться в Варшаву уже больше некуда, поэтому мне только путь вперед. Я уже стою, наверное, минут 30, и дождь усиливается. И это еще все при условии, что водитель должен хотеть остановиться и подобрать автостопера, что на самом деле не так часто встречается. Но я пока что не теряю надежду, у меня все-таки еще несколько часов до заката, и мне все равно деваться некуда, я буду стоять здесь до последнего. Из хороших новостей дождя уже нет, из плохих это единственное место, которое я нашел, и подъехал грузовик, который встал просто рядом со мной. И помимо того, что он встал прям рядом со мной, так он еще и перегородил путь, поэтому вероятность, что машина остановится, просто нулевая. Я стою уже, наверное, где-то час, но я все еще не теряю надежд. Ну, у меня есть еще пару часов постоять. Прошел еще час. Я уже больше не мог стоять ждать, потому что я весь промок, реально очень холодно. Водители практически не реагируют, и там остановиться почти нельзя. Поэтому было принято решение рискнуть и отправиться на автобусе как можно дальше от города. И я отправился на остановку. Поймал автобус, и на протяжении всего пути вдоль дороги вот такой вот огромный бетонный забор. А там, где заканчивается бетонный забор, начинается обычный забор. То есть я даже на трассу никак попасть не смогу.
Но в автобусе было кайфово, потому что было хотя бы тепло, я немножко согрелся, и моя куртка даже высохла. А потом зашли пассажиры с котами и поставили... Я только начал говорить про котов, и тут залаяли собаки. Короче говоря, я добрался на автобусе, проехал около 40 километров. И надо искать всегда плюсы. И плюс в том, что я доехал бесплатно и проехал 40 километров. То есть я проехал около 25% уже за день. А этот мост ведет через трассу. То есть я пройду трассу с другой стороны. Пришлось спуститься вниз, пройти здесь. И дальше есть трасса, точнее дорога. Но вот эта дорога, она никак не соединяется с автобаном. И автобан все время огорожен забором. Я пока что не знаю, что буду делать. Но вдалеке виднеется мост, и есть надежда, что, может быть, там будет возможность как-нибудь попасть на трассу. А вон, кстати, вдалеке есть дверь. Я очень надеюсь, что она открыта. Прям очень. Первая дверь была закрыта, и вторая дверь... О, она открыта! Кайф, кайф. Я не ожидал. Tak, jadę teraz. A dostałeś tam coś? Я радуюсь не тому, что сказал водитель. Ну ладно, шутки в сторону. А радуюсь потому, что водитель остановился на трассе, потому что, во-первых, это опасно для него, во-вторых, это опасно для меня, и в-третьих, это противозаконно. То есть за это можно получить смело штраф. И поэтому то, что сделал водитель, это прям очень круто, потому что прошло буквально 1 минута, и водитель остановился на трассе. Друзья, я делюсь исключительно своим опытом, но я вам крайне не советую делать то, что я сделал сегодня. Останавливать машину на трассе – это крайне глупо и опасно, причем для вас и для окружающих. Но зато из плюсов мой водитель оказался очень классным чуваком. Он едет в тот же самый город, куда и я, и он спрашивает, а какой у тебя адрес? Я ему называю адрес, и он предлагает мне довести прямо до места назначения. Вот это прям доставка до дома. И вишенкой на торте стала погода, потому что помимо того, что прекратился дождь, так еще и температура поднялась до 20 градусов. Thank you so much. Bye. Bye. Сложно описать словами это чувство, когда стресс нарастает, условия ухудшаются, начинается дождь, нет уверенности в том, что ты вообще доберешься хоть докуда-то, и силы заканчиваются, и как ты открываешь дверь на трассу, и буквально за 2-3 минуты я нахожу машину, один водитель всего лишь, он довозит меня, мало того, что он довозит меня до Люблина, так он еще и спрашивает, какой адрес, и он меня довозит до того адреса, куда мне нужно. Я даже стал подыскивать место, куда поставить палатку. И сейчас я нахожусь со своего хоста, вот дверь, 49-й дом, я надеюсь, что дверь открыта. Она закрыта, потому что я не знаю, как я сейчас попаду внутрь. Сейчас я буду ломиться во все двери и окна, в надежде, что мне кто-нибудь откроет. Ну, точнее, конечно, я хочу добраться до своего хоста. Если он не будет против и не будет стесняться, я покажу и познакомлю вас со своим хостом. Я все-таки нашел вот здесь вот домофончик. И сейчас мы заходим внутрь. А, дом такой прикольный вообще. Старенький, все такое в таких цветах. Огромные двери. Сейчас мне надо будет найти, где квартира. Она явно не на 1-м этаже. Поднимаемся вот по такой деревянной лестнице. Квартира где-то тут. Если он не будет против и не будет стесняться, я покажу, если познакомлю вас со своим хостом.